После того, как Сяо Янь преподал урок старейшине Яо Вангую в клане Яо, тот был вынужден признать поражение. Да что тут говорить, Сяо Янь, святой 5 звезд, победил его одной левой и схватил за горло. Кроме того, первый старейшина клана Яо уважительно попросил Сяо Яня и Яо Лао отпустить обиду. Ведь эта стычка принесла беспорядок и даже унижение одному из их старейшин. Потому Яо Ваньхо предложил все решить мирно. Однако закрывать глаза на высокомерие Яо Вангуя он не стал. Так что, как ни крути, а поступок Яо Вангуя и его оскорбления не остались безнаказанными. Конечно, некоторые писали в комментариях, что наказания от клана недостаточно, ведь Сяо Янь ничего не сделал этому Яо Ваньгую. Даже зубы не выбил пощечиной или пинком, не схватил, не поколотил им землю и камни, ни одного валуна не разбил старейшиной. Он просто взял за шею и держал на глазах у всех представителей древних кланов. Но если учесть, что Яо Вангуй все же был старейшиной клана Яо, то понятно, почему Яо Ваньхо решил тихо урегулировать этот вопрос. Но какое же наказание получил Яо Вангуй от клана и старейшин? Было ли оно справедливым? Как вы считаете, что заслуживает человек, что изгнал Яо Лао из клана, не разобравшись в вопросе, а после неоднократно провоцировал и оскорблял его? Учитывая нынешний статус Сяо Яня и Яо Лао как лидеров Альянса Небесного Дворца, что победил зал души и стал повелителем центральных равнин, это уже ни в какие рамки не входит. Старейшина Яо Ваньхо четко осознавал силу обеих сторон. Поэтому не испытывал никакой ярости от слов Сяо Яня, который четко сказал, что не потерпит такого отношения. С точки зрения общей силы, Альянс Небесного Дворца не уступал клану Яо. Если говорить о силе высшего уровня, то у Альянса имелись предок Башни Пилюль, Сяо Чень, Сяо Янь и марионетка Северный Король, и поэтому они равнялись клану Яо. В настоящее время, с точки зрения силы обеих сторон, ни одна из них не является более сильной, чем другая. Это было то, о чем многие старейшины были ясно осведомлены, но они не хотели признавать это в своих сердцах. Старейшина Яо Ваньхо вежливо обратился к Сяо Яню. Старейшина Вангуй довольно горяч. Бывают случаи, когда он невольно произносит оскорбительные слова. После сегодняшнего случая я жестко выговорю его. Все, кто пришел сегодня в гости, независимо от того, какой фракции вы оба пришли, наш клан Яо будет относиться к вам как к гостям. Старейшина Ваньхо был явно во много раз лучше Яо Ваньгуя с точки зрения великодушия. Его вежливые слова заставили многих слегка кивнуть. Такой способ речи явно соответствовал репутации большого клана. Выражение лица Яо Вангуя очень сильно покраснело, но он не осмелился ничего сказать. Если бы старейшина Ваньхо не поспешил вовремя, он бы опозорился на публике, если, конечно, смог бы сохранить свою жизнь. Старейшина Ваньхо взмахнул рукавом и выстрелил луч света. Лучи света выстрелили и в тех людей, которые яро ругались и ранее были избиты Сяо Янем, после чего он твердым голосом приказал: «За неуважение к гостям вы все на 10 лет изгнаны с горы медицины. Стражи, уведите их». Только прозвучали его слова, как несколько фигур сорвалось с места, после чего эти фигуры жестоко схватили этих бледно выглядящих людей и отшвырнули их, как мертвых собак. Глава Альянса Яо, молодой друг Сяо Янь, могу я узнать, удовлетворит ли вас подобное наказание? Взгляд старейшины Ваньхо метался от Сяо Яня к Яо Лао. «Я восхищаюсь беспристрастностью старейшины Ваньхо», – улыбнулся Сяо Янь. Он вежливо сложил руки перед старейшиной Ваньхо. С чего ему не понять намерений старейшины Ваньхо? Он лишь выразил свой гнев. Но Сяо Яню теперь не за что было мстить преступления Яо Вангуя. В конце концов, та сторона уже публично наказала членов своего клана Яо. Было ли это достаточным наказанием? Изгнание на 10 лет. Изгнание на 10 лет? С точки зрения этого мира, Яо Ваньгуй вел себя высокомерно и унижал не только Сяо Яня, но и Яо Лао перед всеми древними кланами. Для такого мира, где репутация, сила и честь имеют огромное значение, его поведение выглядело очень опасным, особенно потому, что он провоцировал человека, который уже обладал силой святого и огромным статусом. Если смотреть логично внутри самой истории, самым разумным наказанием было бы не смерть, а публичное лишение статуса и власти в клане, либо временное заключение или изоляция, либо принуждение официально извиниться перед Яо Лао и Сяо Янем. А самое жесткое – это лишение права участвовать в делах клана. Это было бы полезнее для клана Яо, чем просто убить его.
Ведь главная проблема была не в предательстве, а в гордыне и презрении к другим. К тому же позже он все же погиб, защищая клан, что показало, несмотря на его характер, полным трусом или изменником он не был. Если бы это был более жесткий мир, как, например, противостояние Святого, то, скорее всего, сделали бы так, что Сяо Янь сразу уничтожил бы его за публичное унижение Яо Лао. Но в арке клана Яо автор показал, что Сяо Янь уже стал намного более сдержанным и думал о последствиях для союзов между древними кланами. Итак, после того, как Сяо Янь и Яо Лао согласились с результатом, старейшина Вань Хо продолжил. Уже довольно поздно. Если все планируют наблюдать за медицинской церемонией, пожалуйста, следуйте за мной на вершину горы. Я слышал, что молодой друг Сяо Янь когда-то был чемпионом сбора пилюль. Вероятно, вы также чрезвычайно сильны в изготовлении пилюль. Тем не менее, лекарственная церемония клана Яо – турнир более высокого уровня, чем сбор пилюль. Каждая церемония – сбор лучших алхимиков со всего континента Доуци. Если младший Сяо Янь сможет одержать победу в медицинской церемонии, то звание лучшего алхимика на континенте будет принадлежать другой фамилии. С точки зрения силы Доуци, он должен был бы рассматривать Сяо Яня как равного. Однако, когда дело дошло до навыков алхимика, его гордость была ярко выражена. В конце концов, клан Яо специализировался на приготовлении пилюль. Сяо Янь улыбнулся, услышав гордость в голосе старейшины Вань Хо. Он продолжил. «Мой учитель научил меня навыкам алхимика, но мне любопытно узнать о лучших алхимиках на континенте Доуци. Для меня было бы честью иметь возможность сразиться с ними». «Ха-ха, у тебя определенно будет шанс. Любой, кто обладает способностью присоединиться к медицинской церемонии, может это сделать», – рассмеялся старейшина Вань Хо. «黄口小儿也敢与我斗胆！» После чего он устремился в небо. Многие старейшины из клана Яо последовали за ним. Сяо Янь и учитель оба поднялись в воздух и последовали за старейшинами клана Яо, так как все они быстро спешили на гору. Так завершилась вражда Яо Лао, длившаяся несколько сотен лет. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.